Друзья, всем привет! Недавно я подумал, почему бы мне не записать урок, где мы научимся рисовать портрет не только человека, но и животного. Поэтому я записал несколько уроков, в которых мы сможем научиться делать именно это. Погнали! Для работы нам понадобится лист формата А4, два карандаша с мягкостью 2B и 3B, которыми мы будем рисовать пропорции и тон, обычный ластик, и еще бы я вам посоветовал приобрести мягкий ластик под названием клячка, которую можно трансформировать в любую форму. Окей, приступим. Голова нашей собаки будет немного наклонена, поэтому рисуем горизонтальную осевую линию чуть-чуть под наклоном. Ее размер будет произвольный, в зависимости, чтобы правильно закомпоновать объект на листе. Далее отмечаем поменьше в размере вертикальную осевую линию, чтобы, соединив все точки, у нас получился эллипс. Эллипс — это приплюснутый круг, если кто не знал. Далее примерно делим нашу горизонтальную осевую линию на 4 отрезка, и через две получившиеся точки мы рисуем так же, как я показываю на примере, вертикальный эллипс. Далее нижнюю часть вертикального отрезка мы поделим как бы пополам, но возьмем точку чуть выше середины. И ориентируясь между нижней крайней точкой и той, которую мы только что наметили, мы рисуем круг. Находим центр этого круга и уже намечаем нос нашей собачки. Здесь мы уже имеем внешние края мордочки собаки, и немного отступив вовнутрь, мы рисуем два круга примерно равных диаметру нашего носа. Это будут глаза нашей собаки. Далее от внешних точек данного круга до внутренних частей глаз мы проводим две такие линии, тем самым образуя уже мордочку собаки. Пора нарисовать рот нашего песика. Для этого мы в данном месте проводим вот такую дугу, и далее она закругляется и образуется форма мордочки. Давайте сейчас нарисуем форму ушей и туловища. Окей, первый этап мы с вами сделали. Переходим ко второму этапу, где мы будем уже детально прорисовывать все части. Начнем с глаз и бровей. Брови у нашей собаки немного нависшие у внешних краев глаза, поэтому рисуем их по такой схеме. Далее мы придадим форму носу. Она у нас здесь имеет форму перевернутой трапеции.
Итак, мы закончили второй этап. Сейчас будет третий, самый интересный и сложный. Берем карандаш 3B и начинаем давать тон всему нашему рисунку, прорисовывая блики в глазах, структуру шерсти, при этом учитывая, откуда у нас будет падать свет и, соответственно, где будут образовываться светотеневые участки на нашем рисунке. Придавая тон, я как бы не штрихую, а затушевываю наш рисунок по форме, держа карандаш почти параллельно нашему листу. Тем самым грифель ложится своей боковой стороной, при этом карандаш должен быть очень хорошо заточен. И тем самым он дает мягкую затушевку. Здесь я еще использую обычную вату, чтобы растереть весь наш карандаш. Окей, начинаем прорисовывать отдельные части на нашей рисунке. Начинаем с глаз. Делаем блики и затушевываем их по такой схеме. Раз у нас свет падает сверху, то глаз будет темнее к месту под бровями и постепенно немного светлее в своей нижней части. Начинаем нарисовать шерсть на ушах так, как я показываю на примере, при этом то нажимая на карандаш, то делая совсем легкий штрих, чтобы показать, что некоторые волоски находятся как бы в глубине, и они темнее и светлее над ними, тем самым на них падает больше света.
На мордочке волоски будут немного короче, чем на ушах, поэтому рисуем их так, как я показываю на данном рисунке. Нос также рисуем по схеме, откуда у нас падает свет. Сверху он будет светлее. Самым темным местом на нем будут ноздри, так как туда свет вообще не попадает. И чуть светлее ноздрей будет место внизу носа. Также немного будем растушевывать нашу шерсть в некоторых местах нашей ватой, чтобы она не выглядела везде одинаково.
И под конец мы берем ластик либо клячку и выделяем некоторые светлые волоски и осветляем некоторые места на рисунке, чтобы придать еще больше объема. Вот такой урок у нас получился. Если было полезно и ты замотивировался нарисовать такой же рисунок, то подписывайся и делись этим видео с друзьями. С вами был Малей Арт. Увидимся совсем-совсем скоро. Пока-пока.